В официальных документах он значился как Бабушкин Владимир Петрович, якобы родился в 1928 году. Однако те, кто лично знал его по зонам, утверждали, настоящее имя было Василий Степанович, а год рождения не позже 1915-го. Эту разницу подтверждали десятки заключенных, которые пересекались с ним еще в 40-х. На надгробии в Соликамске все же указали дату 1928 года, по бумаге, но все, кто с ним сидел, сходились в одном – он был гораздо старше. Многие уверены, что дата была специально искажена, чтобы скрыть его реальный возраст и срок пребывания в местах лишения свободы. Родился он в многодетной семье, где было 8 детей. Родителей не стало рано, воспитывала бабушка. Именно она заменила ему мать и отца. Когда Васе было всего 12 лет, бабушку убили у него на глазах во время разбойного нападения. Дом ограбили, и после этого он остался на улице. С этого момента его жизнь изменилась. Карманные кражи на рынках, в трамваях и поездах. Воровская стезя началась рано. Первый срок еще подростком. С тех пор лагерь за лагерем. Он прошел Ивдель, Княж-Погост, Воркуту, Владимирский Централ, Белый Лебедь. И это только часть списка. За более чем 30 лет он не работал ни дня. Даже когда на него оформляли план, 200% нормы, все делалось на бумаге. Он к станку не подходил. Администрация шла на это, лишь бы избежать конфликта. Потому что к бриллианту относились иначе. Он не просил, он молча давал понять, как будет. Он держал дистанцию. Говорил спокойно, но твердо. Свою одежду стирал сам, обувь всегда была начищена. В камере – порядок. За столом только чай и книга. Ни карт, ни спиртного. Молчал, но если нужно, одной фразой ставил на место кого угодно. Однажды его вызвал начальник зоны. Спросил: «Почему не подчиняешься?» Ответ был прост: «Потому что ты начальник колонии, а я хозяин». Он не поддавался ни на уговоры, ни на давление. Его невозможно было сломать. Он никогда не писал объяснительных, не шел на сделку. Даже этапы проходил в одиночку. Без разговоров, без жалоб, без просьб. Если вам было интересно, подпишитесь на канал, поставьте лайк, чтобы поддержать работу над подобными видео. И если вы хотите увидеть продолжение, напишите в комментариях, о ком рассказать дальше.